Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу вам все про прекрасный, интересный знак зодиака Водолей и каково это с ним строить любовные отношения, каким с ним может быть секс и вообще бывает ли с ним романтика, бывает ли с ним как раз-таки те отношения в долгу, или это тот знак зодиака, который постоянно хочет свободы, или же почему он хочет постоянной свободы. И в этом видео специально ко Дню Святого Валентина мы с вами и разберемся. Да, Водолей у нас славится тем, что это непостоянный знак зодиака, которому необходимо разнообразие, знак зодиака, который не любит выполнять долго одну и ту же задачу. Как вы все знаете, Уран, управитель Водолеев, это как раз-таки та самая планета разводов, расставаний, разнообразной личной жизни, да, и всех других подробностей, я бы так сказала, с которыми-то в долгую не проживешь, да. И здесь, конечно, друзья, все идет от того, что Водолеям просто неинтересно. Да, Водолеи — это тот знак зодиака, которому хочется, чтобы всегда было интересно везде, в постели, в личной жизни, занимается ли он чем-то, перебирает ли он автомобиль, компьютер, не знаю, читает ли он книгу, смотрит телевизор. Ему должно быть интересно. И Водолей — это тот человек, который себе выбирает вторую половинку. Это должен быть начитанный, как минимум знак зодиака, начитанный человек. То есть это человек, с которым интересно. То есть Водолей сам не прочь позанудничать, да? Но рядом с ним должен быть тот человек, с которым он реально как с лучшим другом и в окопы, и на баррикады, и на рыбалку, и в кругосветку. То есть Водолей — это, да, тот знак зодиака, который дома-то сидеть особо не любит. Водолей не домосед, как ни крути. И как же с ним жить? Да все просто. Просто будьте собой, просто будьте интересны, ведите активную жизнь, ведите разнообразную жизнь. Если вы вместе, если вы пара, посещайте вместе мероприятия. Кто сказал, что нужно раздельно? Нет, все делайте вместе. Не так, чтобы прям вот задавить вот это вот вместе. Нет, просто надо быть интересными, надо быть не скучными, надо быть разнообразными, надо быть самим человеком, таким, который увлекающийся, увлекаемый человек по жизни, и которому самому на самом деле очень много хочется, потому что Водолей относится к тем знакам зодиака, это воздух в прямом смысле, и душнилой быть рядом с Водолеем, ну это такое. Водолей сам может иногда подушнить, но это такой момент, когда немножко в нем просыпается темная сатурнианская сторона, да, обратная сторона Водолея, когда он становится Сатурном, и это происходит в основной своей массе от того, что жизнь неинтересна и скучная. Тогда Водолей как будто бы одевает на себя маску, да, второй управитель Водолея — это как раз-таки Сатурн. И здесь Водолей тогда становится таким закрытым, как Козерог, который ничего особо не хочет, начинаются тайны, секретики, измены, недоговоренность. И вот такая вот интересная вещь. Да, поэтому если вы меня спросите, что же такого нужно делать в браке, в отношениях, любви, в постели, это быть интересным человеком. Неважно ли, Водолей — это мужчина, Водолей — это женщина. Да, как понять, что Водолею тянет на приключения, на сторону, за какими-то интересными превратностями вне дома, да, вне этих отношений. Это говорит о том, что просто ему неинтересно, он заскучал. Как это исправить? Просто вести интересную жизнь. Это какую? Водолей — это знак зодиака, который не может работать на монотонной работе, и чтобы она ему еще и нравилась. Водолей любит разнообразную работу, интересную. То есть поэтому основное призвание этого Водолея — это как раз-таки IT-сфера, потому что это та сфера, в которой всегда нужно в прямом смысле ломать мозг, постоянно что-то придумывать алгоритмы, придумывать систему, то есть постоянно усложнять свой мозг, да. Поэтому если Водолей ходит на монотонную работу,
тогда да, тогда это водолей, который закрывающийся. А если же водолей ведет вот такую интересную жизнь, он работает в своей сфере, он работает либо ради человечества, то есть либо спасает человечество, либо помогает, либо что-то разрабатывает, да, это интеллектуальный знак, это высшая октава интеллектуальных знаков, поэтому, да, дорогие, здесь, как говорится, если вам кажется, что он слишком всезнайка, для водолея не бывает слишком всезнайки, от этого его и жизнь и интересным, он сам себя за это любит, он сам обожает, что он такой клевый, и здесь естественно, вторая половинка может лишь хвалить, вторая половинка может подбадривать на новые интеллектуальные свершения, и тогда сердце у водолея раскрывается. Тогда он и в личной жизни не закрытый, тогда он в личной жизни интересный, готов вас радовать, вас баловать в постели, или готов ли он вас радовать цветами, подарками, да, или же наоборот, это водолей женщина, тогда она, конечно же, очень страстная и очень увлекательная, и очень разнообразная, и тогда ловите, как говорится, все плюшки. Поэтому, дорогие мои любимые знаки зодиака или же водолеи, понимайте, что если вы скучны, если у вас нет плана по жизни, и вы ведете не ту интересную жизнь, которую вам хочется, вам с водолеем или вам, как водолею, самому от себя будет грустненько, да? Поэтому для того, чтобы с водолеем иметь классные интимные отношения, разнообразные, потому что водолей – это тот знак зодиака, который любит и ускоряться, он умеет и замедляться, он умеет и разнообразно, он умеет с точки зрения, как вы бы даже не подумали, потому что помним, что водолей – это еще тот знак странной гениальности, да, который отвечает за всех экстраординарных, необычных людей в этом мире. Поэтому здесь, конечно же, если ваша фантазия вам позволяет, и если вы не прочь экспериментировать, потому что водолей – это один ходячий эксперимент. И здесь, конечно же, увлекайтесь друг другом, увлекайте друг друга. Экспериментируйте, не стесняйтесь этого. Главное, естественно, что разговаривайте, потому что теориями, все нужно попроверить на практиках. Поэтому, да, мои любимые зрители, с водолеями жизнь интересна, разнообразна и классная. Все от того, как вы ее ведете. Не обязательно. Любят всегда меня спрашивать. Ну вот что, я теперь должна с ним и за парашютом прыгнуть, и я должна с ним по морю, и везде. Да, ну, в принципе, там можно и просто его с бережка посмотреть, как он это все делает, да, и показать ему красивые фоточки, какой он классный, какой он интересный, какой он здоровский, да. Вот такой он на самом деле водолей, и даже если это водолей женщина, да, женщине водолей, представляете, вообще будет очень сложно вот такой креативной, странной, как когда вот такой легкой, раскрепощенной, казалось бы, да, потому что мы все-таки живем в век патриархата. И еще мы все равно там живем, и все равно это не изменится, ребят. Мы живем в таком мире, и это надо принимать. И поэтому, если же у вас женщина водолей, ну тогда сделайте так, чтобы ее жизнь была легкой, разнообразней, сводите ее на танцы, сходите с ней на какой-нибудь классный фильм, съездите с ней в приключения. То же самое это относится и к мужчинам водолеям. Они тоже любят приключения, они тоже любят фильм, они тоже любят танцы, представляете? И если же ваш водолей заскучал, закрылся, стал молчаливым, стал что-то недоговаривать, ну так просто необходимо поговорить раз, попытаться, два, три, а то может и больше, если вдруг кто-то там решил обидеться. Да, мы все люди, и водолей при всей своей маске пофигизма, а водолей может строить маску пофигизма, как будто ничего не случилось и не произошло, очень классно, потому что это самый крутой знак, который строит маску пофигизма, да, то есть ему все фиолетово. Кстати, фиолетовый один из цветов водолеев, который ярко его проявляет. Поэтому да, необходимо поговорить, разговор, только душевные, теплые беседы, доверительное настроение. Помним, что водолей – это еще и знак друзей.
Поэтому, если вы будете, да, даже со своей второй половинкой разговаривать в доверительных отношениях, как будто вы друзья, Водолею будет легче раскрыться, раскрыть вам свое сердце, проверить какие-то новые интересные истории в постели и попробовать новые сценарии ваших путешествий. Оттого этот Водолей начнет сильнее раскрываться, раскрепощаться и больше доверять вам. А как говорится, нет более надежных отношений, чем отношения с Водолеем, потому что это отношения, которые построены не на деньгах, нет-нет, не на материальном, нет-нет, а водолейские отношения построены на интересе, на том, чтобы было не скучно, потому что это воздушный знак, потому что этот знак при всей его сложности и глобальном понимании мира понимает, что надо как-то облегчиться, надо стать свободным, легким, клевым и интересным, и тогда в жизни все станет хорошо. Это относится к любой сфере жизни Водолея, пусть то любовная сфера, отношения, секс, романтика, да, и в том числе это переходит и на деньгозарабатывание. Поэтому да, Водолею очень хорошо работается, когда он работает на какой-то креативной, интересной работе. Вот такие интересные водолеи, и как их заинтересовать, увлечь за собой, построить с ними классные, качественные, гармоничные отношения, сексуальные отношения, или же отношения эти дружеские. Знаете, просто будьте собой и будьте дружелюбны.